Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину, а вернее на его чувства, эмоции. Да, посмотрим немножечко будущее ваших отношений. Сделаем на две позиции. Пока можете загадывать. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Давайте начинать с единичек. Так, посмотрим сигнификацию вашего партнера. Так, знаете, мужчина надежды, скажем так, надеется на лучшее, причем всегда, да, при этом жизнь его пинает довольно часто. По характеру своему, знаете, довольно семейный такой человек, да, умеет любить, умеет чувствовать, хочет это все, да, приобрести хорошее. Но, к сожалению, у него не получается. При этом обо многом думает, наподобие, как бы понравиться тому или иному человеку, да, как бы не сделать плохо на работе. И из-за этого, конечно, у него, знаете, бывает, можно выразиться, головная боль, да, потому что здесь слишком пытается много сделать для других, забывая о себе, да, и здесь, конечно, его это немножечко мучает. Знаете, хочет, вижу, жизнь, да, для себя, в частности, поиска приключений, путешествий, да, то есть, но он понимает, что все-таки это скорее больше как мечта, да, нежели что-то реально осуществимое. При этом, знаете, еще можно сказать, что человек больше все-таки мечтатель, да, нежели тот, который делает действия для осуществления той или иной мечты, да, или цели. Так, о чем же он думает, да, когда вспоминает о вас? Давайте посмотрим. Знаете, вижу, очень вы разные люди, да, он это прекрасно понимает. Безусловно, вы ему нравитесь, да, вы ему нравитесь как внешне, так и внутренне. Именно про вашу душу, да, если вот говорить. Но он понимает, что очень тяжело будет найти ключ к вашему сердцу, да, то есть и очень тяжело будет вас как-то понять, да, потому что вы настолько с ним все-таки из разных миров, да, что это видно даже в разговоре, в интересах, да, в кругу общения, в принципе, по кругу общения, да, потому что у вас одни друзья, у него совершенно другие, и клуб по интересам явно не совпадает. И здесь, конечно, он, знаете, постоянно на самом деле о вас думает, но больше, знаете, как такой о недосягаемой мечте, о недосягаемой такой девушке, да, и о женщине, с которой он хотел бы быть, но если бы был совершенно другим, да, человеком. Так, что же он чувствует на самом деле? Знаете, нравится ему наблюдать за вами со стороны, да, то есть, безусловно, вы, знаете, не то чтобы с ним в отношениях, да, это что-то наподобие взаимной симпатии, можно так сказать. То есть вот вы приглянулись друг к дружке, да, и просто продолжаете общение, да, без чего-то конкретного, без чего-то серьезного. И здесь мужчина, знаете, делал очень много хороших таких ходов, да, к вам, скажем так. Бывало, заплатит за вас, да, просто чем-то угостит. Бывает, сделает какой-то приятный подарок без намека на какое-либо продолжение, вот просто потому что вы есть. Следит за вашей, скажем так, жизнью в хорошем смысле этого слова, да, то есть он просто приглядывает, да, при этом является для вас больше скорее другом, нежели партнером. При этом, знаете, данный мужчина, конечно, он вас, можно сказать, влюблен, да, он испытывает к вам очень теплые чувства, очень такие свежие, хорошие, да, то есть без
без дурных, скажем так, смыслов, да, но при этом он действительно понимает, что не особо получится, да, у вас делать с ним действительно большие отношения, да, и в принципе семью, да, то есть вот он считает так, что это больше именно как дружба, да, но при этом он, конечно, все равно в вас влюблен, понимаете? То есть здесь ситуация именно такая. Так, давайте посмотрим истинное желание его. Знаете, мечтает, чтобы у вас на самом деле были отношения. Да, он понимает, что невозможно, но мечтает о них. Хочет, чтобы вы по-другому к нему относились, да, хочет, чтобы вы были для него и музой, и просто женщиной, да, вот именно рядом. То есть в мечтаниях вы у него есть, причем вот именно во всех смыслах, да, вы для него и жена, вы для него и девушка, то есть он себе, конечно, придумывает многое, да, и мечтает именно об отношениях с вами. Но, к сожалению, когда дело касается реальности, он себя берет в руки и понимает, что это невозможно, да, то есть мужчина, по крайней мере, так себя убедил, понимаете, то есть здесь, конечно же, он хочет быть с вами, он хочет попробовать построить семью, но понимает, что это невозможно. Так, каким же он хочет для вас казаться? Давайте посмотрим его маску. Ну, знаете, тут ради вас он общается с людьми, которые вам интересны, да, он пытается понять ваши хобби, ваши убеждения, да, он пытается войти в этот мир, скажем так, ваш именно, хотя это ему совершенно не нравится, да, то есть мужчина ради того, чтобы вам понравиться, пытается действительно посмотреть на ваши интересы, посмотреть на то, что нравится именно вам, да, то есть и при этом узнать у других людей, вашего круга общения, что вам нравится и почему вы с ними вообще общаетесь. То есть на самом деле это ему не нравится, поэтому, конечно, он надевает маску другого человека, становится, ну, знаете, наподобие человек-интроверт, да, когда другой ему нравится, начинает, конечно, пытаться экстравертом, общаться, задавать вопросы, да, быть в центре компании, душой компании, хотя на самом деле ему это все не нужно, и потом он приходит очень уставший, да, и просто засыпает, ну, что-то наподобие этого, да, вот именно психологически вот такое вот уставание, усталость у него происходит. Но ради вас, видите, он пытается, потому что все-таки у него на подсознании есть то, что вы способны, да, на отношения с ним. Хотя сознание говорит, что вы из разных совершенно, скажем так, культур, да, и друг другу совершенно не подходите. Так, давайте посмотрим будущее небольшое, да. Так. Ну, в будущем, знаете, вижу, что вы начнете к нему ощущать гораздо больше чувств, чем раньше, да, то есть здесь есть действительно намек на отношения, потому что, ну, знаете, многие считают, что дружба между мужчиной и женщиной чаще всего переходит в нечто большее, да, то есть, ну, в вашем случае, в будущем, по крайней мере, так оно может и получиться. Да, потому что вижу, что конкретно у вас к нему, да, то есть вы на него посмотрите совершенно другой стороны и подумаете, а почему бы и нет, да, из друга вполне человек может получиться как бы партнером. Вот, то есть здесь действительно увеличение чувства именно у вас будет, да, к этому мужчине. Вот. И также очень много денег. Да, то есть либо это новая работа на горизонте, да, причем может быть как у вас, так и у него, да, либо может быть что-то вообще совместное, потому что это
затрагивает вас двоих, да, и здесь будет большой приток денег, да, которого не было раньше. Поэтому вот готовьтесь. Совет. Так. Ну, по совету здесь на самом деле достаточно просто, потому что Вселенная рекомендует идти за зовом сердца. Понимаете? То есть вот такой вот вам простой, казалось бы, но и трудно одновременно совет. То, что чувствуете, прислушивайтесь к себе, да, и делайте направление именно в этом, да, движении, скажем так. В остальном же начало отношений, да, то есть здесь будущее показало и совет. Просто двигайтесь вперед, да, прежде всего к этому, скажем так, мужчине в отношениях. И все будет действительно развиваться, если честно, плохого ничего не вижу. То есть вы наоборот поймете со временем, да, что вы действительно чувствуете к этому мужчине, понимаете, а дальше придется уже уловить это чувство, да, и разобраться действительно в нем, да, и уже сделать выбор, да, то есть быть с этим мужчиной, либо по какой-то причине от него отказаться. Ну, однерочки с вами закончили. Давайте переходить к двоечкам. Так, двоечки. Посмотрим, что у вас за мужчина. Так, ну, прежде всего, страстный, очень любвеобильный, при этом почему-то сразу показывает рост в хорошей семье, полноценной, и с братьями и сестрами, да, детей было много, счастливая действительно семья. А здесь мужчина, если честно, он, ну, что-то наподобие обычного мужчины, понимаете, то есть есть хорошая работа обычная, да, без излишков, но и без каких-то, знаете, ну, большого минуса, скажем так, то есть зарабатывать нормально, средне, при этом можно с ним и разговаривать, да, умеет показывать свои чувства, эмоции, конечно, есть в нем, знаете, ну, какой-то комплекс, да, что-то наподобие комплекса неполноценности, потому что вечно он чем-то недоволен, да, именно в себе, да, недоволен своей внешностью, недоволен тем, что он занимается. Вот есть какое-то невосприятие этого мира, да, в нем, но он это тщательно скрывает, но эта черта в нем присутствует. А так, знаете, вполне милый, да, человек, с которым и приятно поговорить, да, и хочется это делать. То есть здесь не какой-то там манипулятор, да, ни в коем случае. То есть человек больше даже в себе загнан, да, вот своими проблемами, вот, но старается их ни в коем случае не показывать. Так, о чем же он думает, когда вспоминает о вас? Так, интересно. Вижу, находитесь в ссоре, да, потому что здесь разбитость, да, уже, если честно, вижу, давно не общались, да, что-то наподобие недели или двух, да, находитесь в молчании. Мужчина даже считает, что это уже новый этап, да, и, если честно, что ваши отношения уже закончены, да, либо в очень сильной такой паузе стоят, потому что здесь все карты закрыты, и они показывают одно сплошное разрушение и переход на что-то новое. При этом, знаете, думает о вас, думает, как было хорошо вместе, думает, почему так все получилось. Если честно, он по вам очень сильно скучает, да, очень сильно. Это прямо заметно, да, и при этом он даже боится того, что все, неужели вот оно все взялось и разрушилось, понимаете, когда все так было замечательно, и это так много было хороших моментов. Так, что же он чувствует? Он любит вас, он вас любит до сих пор, да, даже несмотря на вашу сложившуюся ситуацию, да, то есть здесь мужчина надеется, что вы к нему вернетесь, да, то есть, безусловно, он ощущает за собой вину, да, то есть здесь, в принципе, считает, что заслужил, да, то, что получил, заслужил
по полной программе, да, то есть он действительно провинился. Может быть, дело коснулось другой, да, женщины, скорее всего, да, либо что-то вот произошло в виде недопонимания. Но здесь он, знаете, признает свою ошибку, да, и хочет действительно продолжения отношений с вами. То есть он все понял, это прям видно, но не знает, как к вам подступиться, да, чтобы действительно получить продолжение, понимаете? Не знает, как заговорить, не знает, как объясниться. Да, еще раз он пытался, но не так это сильно-то вышло, да, вы попросту даже не захотели его слушать, да, вот настолько сильна вот эта обида. Но по чувствам он действительно вас попросту любит, да, он боится вас полностью потерять, но готовится к этому, можно так сказать. Так, истинное желание, давайте его посмотрим. Но он хочет поговорить, видите, вот опять сразу, он хочет поговорить, раскаяться, еще раз объяснить, что случилось, почему так, да, может быть, вы здесь как-то неправильно поняли. То есть, потому что ситуация произошла, что вот событие, и сразу же все, со скандалом вы, по сути, его вышвырнули, да, то есть он даже, как я вижу, не успел ничего объяснить. И сейчас, конечно, его желание это просто поговорить, понимаете, поговорить, и он хочет все объяснить, да, то есть без надежды на возобновление отношений, конечно. Не, ну он хочет этого, да, но понимает, что скорее это может быть нереально, вот так. Вот, и здесь, конечно, не хватает очень сильно разговора, да, у него прям есть такая недосказанная, что-то наподобие кома в горле, да, он прям хочет вот кричать, хочет это все рассказать, но вы его не подпускаете. Скорее вы его даже заблокировали везде, да, его номер телефона, да, и вот настолько сильна вот эта обида. Так, каким же он хочет, давайте маску его посмотрим. Ну, знаете, в его маске, как бы ни было странно, вышла вот эта проблема, да, безусловно, здесь он хочет казаться мужчиной, который однолюб, да, который готов на все ради своей женщины, но на самом деле, судя по его поступку, нифига он не однолюб, да, вот так скажу, потому что дело коснулось другой женщины, да, то есть либо вы его увидели флиртующим с какой-то другой, да, женщиной, потому что измены как таковой я не вижу, ее не было, да, то есть скорее была неприятная ситуация с другой именно женщиной, совершенно случайным образом вы его либо увидели, либо как-то заподозрили, но он не успел объясниться, и вы попросту его выгнали из своей жизни. Да, то есть здесь ситуация именно такая. Ну, что касается еще именно по маске, да, данного мужчины, ну, он, конечно, хочет казаться миловидным. На самом деле он таким и является, да, то есть добреньким таким, помогающим, но вот по какой-то причине решил, правда, немножко пофлиртовать с другой, скажем так, женщиной. Необъяснимый совершенно поступок, да, может быть, он забылся, но до большего, сразу говорю, не дошло. То есть здесь вот именно мужчина попросту заигрался. Может, захотел ощутить какие-то новые эмоции, да, новую страсть, не знаю. То есть, ну, здесь не говорят это карты, просто вот саму суть, да, ситуации очень такая вот интересная. Так, давайте посмотрим, что у нас по будущему, да. Ну, по будущему, знаете, диалог состоится в любом случае, потому что вижу, что мужчина найдет способ с вами как-то связаться. Сейчас он копит вот эту вот силушку свою богатырскую, да, копит, чтобы сделать шаг вперед, да, то есть будет либо с незнакомого номера вам смс, да, либо звонок, и в любом случае он будет вас, ну, знаете, вот терроризировать, скажем так, да, этими звонками, письмами, потому что он будет пытаться вам донести свою точку зрения, которую вы не услышали еще, да, и, ну, вернее, не захотели даже вот слушать.
Вот, поэтому здесь в будущем, опять же, для вас будет это тяжело, придется очень огромную силу воли свою вот в кулак вот так сжать, да, чтобы, конечно, этого мужчину еще раз к себе подпустить. Хотя на самом деле вижу, что у вас были большие такие надежды на него, да, и чувства, кстати, до сих пор не пропали. Хоть они и заглушились, можно так сказать. Вот. Поэтому, конечно, в будущем ожидайте вновь появления данного мужчины именно с объяснениями. И начнет он, кстати, даже помимо объяснений, с извинений, понимаете? То есть здесь мужчина сразу, конечно, прежде извиниться, дальше начнет рассказывать. Совет. Ну, по совету, конечно, Вселенная говорит, дайте же ему сказать, да, дайте ему выговориться, потому что, конечно, он виноват, но полностью не заслужил того игнора, который вы ему предоставили. Да, то есть здесь мужчине все-таки нужно вот разобраться в ситуации. Вам, кстати, на подсознании это также хочется, да, то есть поэтому по совету впустите его пока ненадолго в свою жизнь, да, разберитесь хотя бы в этой ситуации, дайте ему сказать, тоже скажите свою точку зрения, да, то есть не хватает именно взрослого разговора, который решит эту проблему, и дальше будет понятно, что уже делать, понимаете? Потому что сейчас вы в тупике именно из-за того, что непонимание вот на эмоциях в этой ситуации, да, когда он с другой девушкой, и тяжело разобраться. Да, сейчас эмоции поутихли, поэтому самое время действительно начать диалог. То есть здесь полностью поддерживаю слова Вселенной, да, то есть дайте же ему сказать. Вот, собственно, и весь совет. А дальше вы уже сами сможете сделать выбор как бы в пользу данного мужчины и отношений, либо же против, понимаете. Но без разговора можно, конечно, не разговаривать, но будет, знаете, такое незаконченное дело, которое будет мучить, причем не только вашего мужчину, да, но и вас тоже, да, то есть вас двоих. Поэтому по совету поговорите, и дальше уже будет видно, ситуация немножко повернется вот с этой мертвой точки. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Да, надеюсь, советы вам обязательно помогут. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комменты. Буду всем очень сильно рад. Также я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.